Если кому-то нужно в миллионный раз профануть то, что топеры — это самые отбросы кросаута, которые негативно влияют как на комьюнити, так и на саму игру, то это видео для вас. Предыстория такова: Shade 3D, ну или же участник клана Twist, ну или же участник бывшего EQVS, ну или же ёбаная свинота из топерского синдиката по оплошности сервиса Flame Raiders получила турнирные модули на свой склад. Кто не в курсе, эти модули используются для улучшения характеристик турнирных крафтов во много раз причем. И она абьюзила эти турнирные модули в КВшке, на стриме и даже в БЗУшке. То есть типа мало играть фулл метапаком, им еще нужно играть фулл метапаком с абьюзом и детальками. Ну потому что иди нахуй, вот почему. И это даже не гиперболизация, это серьезная их защита. Давай я зачитаю то, что говорит этот человек и его друзья. Дети шакалов сидят и брызгают слюной. Иди в жизни добейся чего-нибудь. Зашли с кентами, покатали 3 часика, поугорали, все закончилось. Пиздец, там весь кросаут разнылся, идите нахуй. Ты кто такой? Чепух, чтобы тебе что-то отвечать? Скобочка. Как говорят, тебя ебать не должно. Сра, долбоёбы, расплакались. Смешно, да и только. Ну так иди нахуй, дебил, блядь. Тебя какая-то ебет. Нищие хуесосы закидывают. Дауны дальше чата не смогли продвинуться. Блять, я не знаю как, но у них получилось собрать в один репертуар пещерного гоблина, посты от 40-летней разведенки с прицепом в соцсетях и агрошкольника из Грифер Шоу. Особенно мне нравится этот охуительнейший аргумент про зависть. С таким же успехом я могу на серьезном ебале говорить про то, что топеры мне завидуют, потому что у меня в собственности 3 квартиры, а они живут с родителями или же на съемной хате. И поэтому они так рвутся. Топерский майндсет в принципе не позволяет верить в то, что есть кто-то лучше тебя или успешнее тебя. Поэтому так сильно разрывает, и поэтому не такое большое ЧСВ. Ну и даже если играть по их правилам, то мы их на БЗУ ебали, и как-то мне это, не мешает говорить про то, что они неправы, как называемые нищуки, которые не смогли продвинуться дальше чата. Интересно, почему же? Я уже давно заметил, что чем более маргинальным слой общества в кросауте, тем больше он будет использовать слово «нытик». И мне с этого просто смешно. Ты можешь дать им миллиард аргументов про то, что они неправы, но они говорят, что ты нытик, и все, они победили в споре. Я не знаю, в каком мире нужно находиться, чтобы считать то, что это хороший контраргумент. С таким же успехом я могу прийти к ним в дом в Майнкрафте, их в Майнкрафте, их мать в Майнкрафте, их мать в Майнкрафте, сжечь их дом дотла в Майнкрафте. А потом моя непробиваемая защита будет выглядеть как-то так. Ваша честь, хули вы разнылись, как долбоёб ёбаный. Цашник, долбоёб, блять, тебя это вообще ебет, что ли? И вот мне интересно, эти личности прекрасно знают то, что это ошибка, но они все равно решили ее заабьюзить. И после этого эти ЧСВшные свиньи ведут себя так, будто наоборот, это мы этим свиньям обязаны. Но очень важно, вот это официальный сайт Гайдин. Если пролистать вниз, то там будут легальные документы. Нас интересуют условия предоставления сервисов Гайдин, правила игры. Тут есть интересные пункты. Если ваши действия формально не попадают под действующие запреты, но привели к массовой негативной реакции и жалобам со стороны других пользователей, или если такие действия нарушают интересы третьих лиц или гайдин, администрация вправе наложить ограничение доступа к игре или удалить ваш аккаунт. Само собой, у свиноты просто непробиваемый аргумент, то, что это разрабы виноваты сами, но есть один небольшой нюанс. Дальше есть приписка, что подробную информацию о том, какие действия запрещены, какие наказания применяются в наших играх, вы можете найти в правилах поведения Гайдин. Здесь у нас есть несколько пунктов. Конкретно пункт 4 «Неспортивное поведение». Использование игровых багов, ошибок и недочетов. То есть, как бы сильно они не вопили про то, что это не наша ошибка, это ошибка разработчиков, у этого заявления такая же легальная сила, как если ты скажешь, что я у человека из пистолета, который я нашел на улице, а не приобретал его, поэтому я не виновен.
Остается надеяться, то, что разработчики в данном случае распустят ебучий топерский синдикат наконец-то, потому что если они этого не сделают, то они просто поймут, что им все спускают на тормозах и что они неприкасаемые.